Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, также канала Евгения Мураева. Это прямой эфир. Сейчас у нас 20:33. Сегодня такое, многие считают счастливое число. 7.07, как говорится. Это важно. И будем обсуждать все происходящее. Событий на самом деле много. И предшествующих сегодняшнему саммиту НАТО, и начало этого саммита. И вообще Зеленский выступил, не на самом саммите, а вот как-то вот открыл, так сказать, этот саммит, сказал много интересного. Все обсудим. Евгений Владимирович, приветствую вас в прямом эфире. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели. Рад всех видеть. Как обычно, прямой эфир – это традиционная возможность пообщаться с вами. Это не то, что традиционная возможность, это вообще самое главное. Как всегда, оставляйте свои вопросы. Есть возможность в закрытом клубе зрителей Шелеста оставить вопрос. Открыто абсолютно, в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи. И в чат-трансляции. Но маленькое условие, в чат-трансляции пишите в самом финале, потому что это, так сказать, будет на закуску. Если заранее будете писать вопросы, то они просто не прозвучат, улетучатся. Лучше проголосуйте в нашем вопросе сегодняшнем. А он звучит следующим образом. Получится ли у Трампа закончить войну в ближайшее время? О чем он в принципе сам говорил. Говорит, многие думают долго. Не долго, нормально. Он поговорил вчера долго, тепло с Путиным, и с Зеленским пообщался уже. А завтра встреча. А потом опять с Путиным. Представляете? Так вот, варианты ответов. Да, достали старика. Сколько можно уже? Правда, он сам говорит, долго уже. Что-то сейчас получится. Второй вариант. Нет. Опять облапошат Трампа, всей гурьбой соберутся, приедут. Они там сейчас в Анкаре, поэтому далеко ездить не придется. И будут его уговаривать о том, как Россию можно победить, и вообще мы Европа, мы молодцы и так далее. Третий вариант. У него нет. Все просто сами так решили в Европе, среди глобалистов. Все видят, что невозможно зимой продолжать войну. Поэтому до зимы перемелется какая-то мука перемирия или какого-то плюс-минус временного мира или постоянного. Что-то должно родиться, потому что объективные причины такие. Ущерб колоссален. Причем сейчас и Украина наносит ущерб по России. Не только сама страдает, выносится все на свете. И четвертый вариант. Все зависит сейчас от Путина. Так это и складывается этот пасьянс. Значит, поговорили с тем, решили, вот встреча, и дальше Путин. А Путин должен уже принимать решение. Принимать или не принимать то, о чем удалось или не удалось, мы еще пока не знаем, после встречи узнаем, с Трампом. Вот такие варианты. Давайте начнем с этого саммита. Вообще, конечно, Зеленский хорохорится. Зеленский выступает, Зеленский ему аплодирует, он выходит, там монтировщики сцены поправляют тумбу, он там улыбается, перемигивается с ведущей, выходит и говорит, что мы добились. Чего? Боеспособной страны, что вы нас в НАТО не хотите принять? Да и вообще мы показали, что у России нет стратегической глубины, и теперь вот смотрите, мы герои. Как вы оцениваете появление и вот этот вообще первый день имени Зеленского в Анкаре на саммите НАТО? Здравствуйте еще раз. Саш, я с вами в корне не соглашусь. Во-первых, Зеленский не был на саммите НАТО. Да? Он выступал на форуме оборонных индустрий, там, где присутствовало совершенно не то представительство, которое встречало его аплодисментами. Да? Просто наши СМИ, как обычно, использовали возможность. Зеленский, как обычно, подковерно сыграл, да? Фактически как шулеры, выдали одно за второе. То есть Трамп выступил резко против, и все европейцы, естественно, согласились с тем, что Зеленский не будет присутствовать на саммите и, более того, не будет выступать. И вполне возможно, он встретится завтра с Трампом после обеда, да, о чем говорят некоторые американские СМИ. Но это лишний раз говорит о том, что для европейцев важнее. Да, если бы они реально хотели, учитывая их количество, да, все-таки в НАТО входит 32 страны, и кроме Соединенных Штатов, там еще 31 государство, они могли бы, наверное, на этом настоять. Но я думаю, что это было одним из условий приезда Трампа. Он, конечно же, сказал, да, что из уважения к Эрдогану, но самое главное, если вы еще обратили внимание, да, Эрдоган Трампа встречал, а Зеленского нет. Это тоже говорит о многом. Поэтому настроение меняется. Плюс вы слышали все заявления Трампа, которые были сделаны накануне его приезда, да, и в первую очередь он говорил о том, что он вообще подумает о выводе войск из Европы. И если мы вернемся к самому началу, Саш, когда мы с вами обсуждали,
перспектива завершения конфликта, да, новое мировое устройство, как оно будет выглядеть, то мы с вами начинали с самого первого. Да, у вас еще в одном из подвопросов было, согласится ли Путин. Я напомню, да, что перед тем, как произошло начало широкомасштабного вторжения на территорию Украины, была встреча Путина и Байдена в Женеве, где он предлагал создать новую архитектуру безопасности, предложил свое видение этого процесса, да, и основным, конечно же, было не расширение НАТО, а судя по тому, что сейчас артикулирует Трамп, скорее всего, отход на паритетные позиции, которые были там где-то так еще, наверное, в 90-х. То есть когда НАТО не расширялось и не принимало в себя огромное количество государств. Это не будет означать, конечно, что НАТО немедленно закончится, но это будет означать отсутствие присутствия, извините за тавтологию, американских войск на территории европейских государств, в первую очередь в странах Восточной Европы, которые входили в страны Варшавского договора. И, соответственно, вот то, что сегодня происходит, лишний раз доказывает, что все идет по этому сценарию. Ну, тут одна ремарка. Поляки строят уже базу и готовы раскошелиться миллиарда так на 3 для американцев. Те, которые уходят из Германии, их Польша, в общем-то, принимает. И об этом вовсю. Там ядерное оружие размещайте, у нас говорят поляки, американцы. Вообще, я хотел бы действительно об этой архитектуре безопасности, чтобы мы немножко больше времени сегодня уделили. Сам приезд и сам Трамп, который говорит, я бы не ехал сюда вообще. Эти натовцы меня подставили, я попросил помощи. Я бы сам, конечно, справился, но я хотел их проверить, говорит Трамп. И проверил, и я очень разочарован в них. И вообще бы не приехал, но ты, Реджеп Таиппович Эрдоган, ты вот, конечно, сильный лидер, и вот поэтому... Короче, санкции я с тебя снимаю. Те, которые преснопамятные, еще там 19-го года, еще раньше, когда F-35 уже законтрактовали, а потом С-400 купили. Ну и сейчас вот как бы вот вроде как договорились они, да, и Эрдоган говорит, да, Трамп обещал, все отлично. А не получится ли так? Все-таки мы имеем дело с НАТО, что американцев заменит достаточно большая турецкая армия, как самая сильная на континенте в НАТО. И вообще этот весь саммит НАТО, как нам наши СМИ, как вы верно подметили, да, лепят нам горбатого информационного, а вообще это про НАТО и про Турцию, как реальную армию, которая плюс-минус хоть какую-то силу представляет. И про регион, потому что обида Трампа за Иран на ряд стран, он их даже перечислил сегодня, она вот прям свербит. Как вы видите вот эту архитектуру? Потому что, как тоже сказал Трамп в этой встрече сегодняшней на саммите, говорит, у Путина хорошие отношения с Эрдоганом, у меня с Эрдоганом хорошие, у нас там теплый разговор длинный, задушевный произошел вчера. То есть у них-то как раз все хорошо, и это большие пазлы вот этого пасьянса. Саш, я улыбаюсь, потому что я лишний раз убеждаюсь в том, что то, что мы с вами обсуждали, говорили, что все закончится к ноябрю, а может быть и раньше. Вот, друзья, мы становимся свидетелями этой игры. Обратите внимание, а где был Макрон совершенно недавно? Взрывы какие-то прозвучали. Смотрите, он оказался в Сирии. А чье влияние в Сирии достаточно велико и кого подозревали в изменении, да, и свержении режима Асада в первую очередь? Эрдогана. Поэтому, смотрите, Трамп сейчас, опираясь на Эрдогана, заигрывая с Польшей, которая заняла совершенно резкую риторику, и сейчас противодействует, да, всем евроинтеграционным, НАТО-интеграционным, да, устремлениям Украины, а также, по сути, да, начинает занимать еще более радикальную позицию, чем занимала Венгрия, да, он отвечает на позиции, вернее, попытку усиления собственных позиций Франции. А еще раньше мы с вами обсуждали, да, что перекройка нового мирового порядка, в первую очередь, мы должны с вами анализировать, исходя из изменения мирового порядка по итогам Второй мировой войны, когда Совет Безопасности ООН был сформирован 5 странами с правом вето, в состав которых вошли Соединенные Штаты, Китай, тогда Советский Союз, теперь правопреемница Российская Федерация, Великобритания и Франция, да, что прошло 80 лет, по сути, изменился баланс сил, интересов, мощность экономики, колониальный мир трансформировался, да, и мы не можем сказать, что он канул в лету, потому что мировые институты так или иначе стимулируют и влияют, да, и
на формирование меры стоимости и на формирование правил торговли, и не всегда и то, и другое соблюдается, да, и используется право сильного. Поэтому на сегодняшний день эта перестройка произойдет, и правила будут определяться в треугольнике Вашингтон, Москва, Пекин. Поэтому любые попытки Франции, Великобритании усилить свои позиции, играть на геополитических досках, в том числе и в Украине, да, в Армузе или в Сирии, в данный момент, мы же понимаем, что Эммануэль Макрон туда не просто так поехал, будут тщательно купироваться. И часть ответственности будет лежать в том числе и на Трампе. Поэтому я не исключаю, что в новой архитектуре, да, Соединенные Штаты будут опираться на Турцию, Польшу, а оставшиеся там Е3 и условно другие европейские государства будут вынуждены формировать какой-то отдельный военный блок, или они вообще рассыпятся, да, и будет сформирован какой-нибудь глобальный север или что-нибудь другое. Это уже будет, перспектива, наверное, ближайших там 20-30 лет. Но вот в данном периоде времени то, что мы с вами предполагали о том, что и Евросоюз даст встречу, и НАТО, это вот то, что происходит сегодня на глазах. Поэтому пока Зеленский, да, продолжает нас тянуть куда-то, я еще раз повторю, дорогие друзья, у нас никогда не было выбора вступления в Североатлантический альянс. Нас никогда не ждали в Европейском Союзе. И тот прогноз, который я делал еще в формуле страны, говоря о том, что когда мы, по их мнению, будем соответствовать всем критериям, да, к тому моменту не будет существовать уже ни то, ни другое. И вот сейчас это все трещит по швам. Важный аспект вот этого, такого широкого взгляда на вот эту архитектуру, которая нам предлагается, это попытка встроиться Зеленского сюда. Рютте сделал ряд заявлений о том, что они дроны будут, антидроновую программу строить и так далее. И Зеленский как раз-таки всю свою речь на вот этом клубе оружейников, собственно, и посвятил тому, что отдайте денег, а воспользуйтесь нами. Мы, смотрите, какие сильные у нас такие наработки и так далее. Это тоже может быть таким косвенным признаком конца, потому что одно дело гарантии безопасности после, а другое дело вход в клуб, да, и он же там, у него риторика такая была. Я, кстати, заметил по этому выступлению, не знаю, заметили ли вы, что там даже пахнуло каким-то отчаянием. То есть совсем не такая была наглая, совсем не такая была вот эта вот вся эта риторика. Вот вспомнить Давос, например, вспомнить письмо, вспомнить указ про то, что можно парад проводить. То есть он просто сказал, мы не Путин, мы не про геополитику воюем, мы защищаем себя. И вот, мол, возьмите нас, примите и дайте денег, и давайте вместе развиваться. Нужна дешевая антибаллистика. И у нас есть наработки, обратите на нас внимание. Продавец. Как Трамп говорил, он продавал себя в этом отношении. Исходя из этого, выступление я оцениваю слабым. Слабым. Соответственно, тут опять встает вопрос о наличии карт на руках. Получается, что удары по НПЗ не впечатлили? Саш, вот есть тактика, есть стратегия. Да? В рамках стратегии, когда, помните, мы много раз обращали внимание, были такие вот какие-то ключевые болезненные моменты и для Украины, и для Российской Федерации. И я призывал всех, да, не обращать на это внимания, не паниковать, когда все говорили, вот сейчас выделят кредиты, потом выделят еще деньги на вооружение, и война будет продолжаться очень долго. Я поэтому каждый раз взывал к разуму и говорил, вы апеллируете к каким-то тактическим изменениям ситуации, а стратегия она в другом. Смотрите, ситуация меняется кардинальным образом. Растеряны на самом деле лидеры всех государств, но есть просто инертность определенных процессов. Из этого поезда уже невозможно выйти на ходу, да, ни Германии, ни Франции. Они, по сути, превращаются в зрителей, плюс каждый день вызовы становятся все сильнее. Сейчас Трамп геополитически усиливается за счет двух самых серьезных армий. На самом деле, вот если правильно понимать, да, и турки обладают очень серьезной армией и хорошим уровнем оснащенности, и на самом деле Соединенные Штаты системно вооружали Польшу, и если появятся два таких мощных игрока, с помощью их, и учитывая то, что они являются членами НАТО,
Соединенные Штаты, да, формируют коалицию, которая колет Североатлантический альянс и, более того, может диктовать как конвенциональные, давайте я так скажу, условия, так и ядерные. Вот смотрите, как бы все из этого квартета не садились, но мы прекрасно понимаем, что зонтик НАТО на 66% обеспечивали Соединенные Штаты финансово, а самое главное, они обеспечивали это за счет своего ядерного потенциала. Потому что ни Франция, ни Великобритания не обладает чем-то существенным. Да, у них достаточно серьезный ядерный потенциал, но он в десятки раз меньше, чем потенциал России, потенциал Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если брать конвенциональные силы, то Турция и Польша, наверное, самые серьезные игроки в НАТО после Соединенных Штатов. А если брать ядерный потенциал, то серьезно рассматривать оставшихся членов, наверное, не стоит. Поэтому какой бы они новый блок не формировали, он по-любому будет уступать и старому, а тем более, если Штаты будут формировать какое-то новое объединение. Вот у них есть морское, да, там, допустим, АУКИС, да, помните, он тоже громогласно объявлялся, но пока его мы не видим, да, на самом деле мы понимаем, что он формировался для того, чтобы контролировать морские пути поставок и в первую очередь отвечать на вызов роста силы и потенции Китая, да, в морском флоте, а мы прекрасно знаем, насколько он увеличивается. Да, сейчас буквально будут спущены еще авианосцы, да, которые по паритету сравняются. К 30 году Китай превзойдет флот объединенный и Великобритании, Соединенных Штатов и Австралии. В общем, так или иначе, как бы вызовы, которые появляются в лице Китая, они критичны для формирования той существующей архитектуры безопасности, которые стали, в общем-то, причиной пересмотра, да, и справедливых требований со стороны Российской Федерации о расширении блока, который, во-первых, по идее, должен был утратить свой смысл с распадом Советского Союза, но, тем не менее, нещадно расширялся, да, и расширялся, если мы вспомним, за счет вот такой оголтелой русофобии. Мы вспомним, с чего начались, в общем-то, призывы о вступлении Украины в НАТО. Я имею в виду нашу внутриполитическую ситуацию. Она как раз началась с пещерной галичанской русофобии, и это был такой своеобразный входной билет в НАТО. Также было и абсолютно в других странах. Поэтому сейчас это все начнет меняться, и, Саша, это хорошие новости на самом деле для всех. Это говорит об безальтернативности той гипотезы, которую мы с вами уже 1,5 года обсуждаем. Я думаю, что все-таки мы на финишной прямой, да, к окончанию этого конфликта, все видят ее, вернее, вот эту стратегию несостоятельной уже. И более того, если сейчас произойдет такой внутренний раскол, а мы же понимаем, что подобные жесты, снятие санкций, приезды, вот такие заявления, они просто так не делаются, да, это внесет соответствующую сумятицу. Все выступающие и на саммите НАТО, и Зеленский, да, они уже понимают эту действительность, просто остановить это уже нельзя. И мы просто, как я, помните, говорил, вот этот театр, к сожалению, в котором будут гибнуть и наши граждане, да, и граждане Российской Федерации, славяне, да, жители и граждане бывшего Советского Союза, к сожалению, будут гибнуть. Но это уже последние аккорды, поэтому максимально берегите себя. Я надеюсь, что интенсивность, конечно же, сейчас будет увеличиваться. Да, это одна из досок, одна из катализаторов, да, которые влияет на завершение этих процессов. Поэтому интенсивность будет увеличиваться. Берегите, еще раз, родных, близких. Вы же видите, до чего опускается, в принципе, украинский режим, где располагаются склады, военные производства. Мы сейчас об этом поговорим, Евгений Владимирович. Я просто 2 штриха геополитических, чтобы картина была полной, добавлю. Вы коротко, пожалуйста, прокомментируйте. Значит, что важно? Нетаньяху выходит на CNN и комментирует сегодняшние хорошие встречи с Эрдоганом. Значит, сегодня утром он заявил, что они большие друзья, и речь не только о них двоих, о дружбе между США и Турцией. Более того, сказал, что Турция, возможно, является более надежным союзником, чем некоторые другие так называемые союзники. Это Нетаньяху говорит. Потому сейчас рассматривается вопрос передачи Турции F-35. Как я уже говорил, это разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, потому что, на мой взгляд, у Турции есть агрессивные
устремления, говорят, хотят Османскую империю. Османская империя включала не только территорию современной Турции, другие страны, Сирию, Иорданию и всю территорию современного Израиля, а также некоторые государства Персидского залива. Поэтому, на мой взгляд, это не сила, которая способствует миру и стабильности. Если вы предоставите такую мощь столь радикальному режиму, который, конечно, улыбается Америке и президенту США, когда это ему выгодно, то впоследствии увидите проявление агрессии. Я бы этого не делал. Нетаньяху кинули на фоне постреливающего Ирана в Ормузском проливе сегодня, на фоне достаточно подвешенной ситуации, и баланс сил на Ближнем Востоке меняет вот эта дружба Трампа и Эрдогана и снятие санкций. А это прямо, мы видим, как от самого близкого, которого никогда не предаст, союзника Биби, Трамп отказывается. Так получается. Видимо, так получается. Друзья, сейчас присоединимся, я думаю, возобновим мы, собственно, связь с Евгением Мураевым. Ну, еще, да, можно добавить один такой очень незаурядный момент. Прямо сейчас у нас в прямом эфире приходят новости, что обстреляли Одессу баллистическими ракетами с кассетными боеголовками. Ну и, в общем, об этом заявляет госадминистрация, да, Зеленского. Какой-то, в общем-то, обстрел, да, вот этот вот произошел. Ну и, конечно, по поводу вот этой позиции по F-35 здесь нужно четко дать разъяснение, что Трамп не сказал конкретное «да», но, тем не менее, Эрдоган понял, что это как «да». Евгений Владимирович, вопрос вы слышали по поводу Нетаньяху и Ирана, который в подвешенном состоянии, и баланса сил на Ближнем Востоке? Это ведь прямо сейчас бьет Саш, по нам Трампу. полностью пришлось перегружать систему. Я прошу прощения у ваших зрителей. Если можно, Нетаньяху атакует Трампа за вот эту дружбу и самолеты F-35, которые он пообещал сегодня. Говорит, этот режим хочет всех захватить, Османскую империю превратить, баланс сил на Ближнем Востоке разрушить. В общем, Биби против. Получается, Трамп Биби кинул в этом отношении и дистанцировался от своего ближайшего союзника. Саш, я думаю, некорректное слово «кинул». Израиль вообще существует благодаря Соединенным Штатам. Это, знаете, я и мой старший брат. Это вот приблизительно так всегда выглядит. А во-вторых, у Турции есть действительно свои амбиции. Я достаточно часто бываю в Центральной Азии, во многих странах, и я вижу, как они, как пантюркизм, да, развивается. Они делают огромное количество логистических проектов совместных, они делают очень много совместных семинаров и форумов. Я на парочке был, и я понимаю, что Эрдоган пытается сыграть свою игру не только, по сути, на территории Османской империи, да, то есть у него есть национальная идея. Да, то, что я постоянно говорю, да, меня удивляет ее отсутствие во многих государствах, которые как бы претендуют на участие, да, в разделе нового мирового порядка и сфер интересов, но сформулировать эти идеи, к сожалению, не в состоянии. Так вот, она существует у Венгрии, да, построение Великой Венгрии, это, кстати, тоже угрожает части наших регионов, и она совершенно четко просматривается на политике, которую проводит Турция. Но я думаю, что как раз Турцию может ограничить и Трамп, и вот его все реверансы и все шаги, да, и принятие вот этих решений по снятию санкций, по размораживанию контрактов по поставке современных систем вооружений в Турцию, это как раз может быть шаг как раз к контролю, знаете, как задушил в объятиях. А Биби он может и не слушать. Во-первых, я думаю, что у Биби скоро начнутся личные проблемы, да, как только закончатся конфликты. Во-первых, ему вспомнят и выборы, и уголовные дела в адрес него, да, их возбуждено было 3. Я думаю, что на самом деле вся его вот эта воинственная риторика и все его военные вылазки, это как раз была попытка избежать ответственности. В общем, такая же зеркальная история, как у Зеленского. В общем, друзья мои, я думаю, что и на мнение одного и второго можно уже не обращать внимания. Интересная мысль. К украинским широтам давайте перейдем. Новость сегодняшнего дня. Сутки прошли. Больше, наверное, да? Больше. Потому что ночной же все-таки обстрел был. Но, тем не менее,
конце второго дня уже, да, рабочего, приходит очень интересная новость. Я, кстати, не ожидал, что вообще это мы увидим, вообще эту дискуссию мы увидим, а мы ее увидели. Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ, внимание, ВСУ, Дмитрий Лиховой сообщил, что объект в Вишневом, куда был прилет и где произошла потом длиннющая многочасовая детонация после удара, не принадлежит ВСУ. В Генштабе подчеркнули, что остается в силе распоряжение Сырского, которое запрещает размещение складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки. Возникает вопрос, а что это было тогда? А кто ответит тогда? А чего это так вдруг мы по поводу других, откровенно других объектов, которые размещались понятно где, да, мы таких заявлений не видели, а тут вдруг увидели. Почему? Саша, это, знаете, мы пахали я и трактор. Вот это Сырский выпустил какое-то постановление. И еще вот перед началом широкомасштабного конфликта, когда Залужный был в студии и говорил о том, что Залужный, Гончаренко, они мне все дружно пытались убедить о том, как армия Украины будет защищать украинское население, да, и каким образом они станут щитом и не допустят вообще гибели гражданских. Я говорил, что армия как раз это те, кто будут прятаться за гражданских, да, и особенности ведения войны – это как раз использование гражданских как живого щита. Почему я сказал, мы пахали трактор относительно Сырского? Ну, во-первых, есть 58-я статья дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, статья 51.7. Есть обычное международное гуманитарное право и правило 233 Международного Красного Креста. Также есть Римский статут Международного уголовного суда, которые прямо запрещают размещение военных объектов рядом и внутри гражданских построек, да, попытка прикрываться гражданскими или охраняемыми лицами, прикрывать военные объекты. Поэтому это международное право. И все прекрасно понимают, что рано или поздно, вполне возможно, будет трибунал. И сейчас начинает пинать ответственность между собой Зеленский и Федоров. Да, мы знаем, что в датском королевстве не все хорошо. Мы знаем, что пошло противостояние, конкуренция. Зеленский понимает, что в случае выборов у него конкурент не только Залужный, но, возможно, он не воспринимает Буданова, потому что я еще раз говорю, знаю, что Буданов принимал присягу, обещал, но обещать не значит жениться, тем более на Зеленском, да, может и обмануть. Но Федоров растет точно как конкурент, он имеет большую поддержку и среди соросят, и среди так называемого, да, гражданского общества, которое вырастили USAID, который, в принципе, рукопожатен для американцев, и поэтому представляет не только внутреннюю, но и внешнеполитическую угрозу для Зеленского. И сейчас мы будем видеть этот футбол. Кто из них виноват, кто дал этот приказ, потому что совершенно очевидно, что это были склады, совершенно четко слышно было вторичную детонацию. Как бы наши средства массовой информации не кляли всех и сгоревшая улица, да, но мы прекрасно понимаем, что квартал разрушила не прилетевшая ракета, а организованный склад, да, или производство внутри гражданских построек. Ну, опять-таки, тут же возникает другой момент. Что может украинское общество? Ничего. Ну, и кто... Что ты, военным война идет? Что, военным запретишь там в каком-то подвале мастерскую с дронами держать? Тут же становится вопрос от того, ну вот главный вопрос, где гражданский, где человек в этой войне и за что идет война? За украинского гражданина или за какого-то другого? Саш, вы задаете вопрос, зная на него ответ, да, но давайте ответим зрителям, я думаю, вы это делаете для этого. Людей здесь нет от слова совсем. Если вы вспомните с первых дней, да, когда Зеленский обладал всей полнотой и мерой информации, понимал все перемещения войск. Смотрите, вы на сегодня понимаете, по данным разведки, которые предоставляются, да, раннего обнаружения пусков, да, подготавливающихся ракетных обстрелов, да, или вылетов стратегической авиации. То есть уровень осведомленности Соединенных Штатов, других стран НАТО достаточно высок. Поэтому в 2022 году, в феврале, Зеленский обладал полнотой картины
группировки, которая выстраивается в боевые порядки. Он понимал, что вторжение неизбежно. Он видел по тыловой активности, да, по формированию всего обеспечения, что это вторжение будет, и тем не менее врал. Потом выступал спикер, да, офиса президента и говорил о том, что потерпите, война через 2-3 дня, через 2-3 залпа. И мы все помним, как нас успокаивали, а на самом деле просто врали. Да? И потом как бы власть призналась о том, что делала это умышленно для того, чтобы не было паники, чтобы не мешать логистике военной, да, и поэтому там умышленная эвакуация, скорее всего, спровоцировала Россию на более оперативные действия. В общем, никто о людях никогда не думал. То, что граждан используют в военных целях для прикрытия, для того, чтобы мешать, да, проводить какие-то военные операции противнику, это было понятно не только, да, в военном театре Украины, но это было и в Сирии, это и на Ближнем Востоке стало очевидным для всех. И я думаю, что на самом деле так было во время абсолютно всех войск. Поэтому вот эта романтизация, да, разговоры о том, что армия — это наша защита, это не так. То есть военные цели у политической элиты, и она их решает любыми средствами, любыми потерями. И если не считаются с потерями военных, почему вы считаете, что они должны считаться с потерями мирного населения? Более того, эта картинка, да, с уничтоженными домами, с количеством погибших, с траурными рожами, да, она будет способствовать очередной протянутой руке Зеленского: дайте деньги, дайте системы вооружения, нам надо защищаться. Да, с одной стороны, будет продаваться украинская трагедия, с другой стороны, будет продаваться нанесение ущерба Российской Федерации как геополитическому оппоненту Е3, да, там других участников, членов глобального проекта, да, которые хотят сохранить старый мировой порядок. Ну, в общем, это спекуляция, которая и так, как бы, мне кажется, уже ясна. Просто всем гражданам надо это понять. Могут ли они повлиять на размещение внутри? Нет, конечно. И когда начинался конфликт, и когда летела по Наталье Ужви, это улица, которая примыкает к окружной дороге вокруг Харькова, когда по ним били из градов и так далее, ну, мало же кто признается о том, что и на крышах домов, да, и в отдельных квартирах располагались допробаты, располагались солдаты с средствами поражения тяжелой бронированной техники. И, соответственно, ну, как бы ответная реакция, я сейчас никого не оправдываю, я просто говорю причинно-следственные связи. Да? То есть, по сути, огневые точки, которые были сформированы в гражданских постройках, да, использовали людей, которые жили в соседних квартирах и не знали, что происходит этажом ниже, как живой щит. Поэтому это все, на это все, да, граждане повлиять не могут. Но это все равно документируется, и это все равно документируется двумя сторонами. Как бы смешно не звучало, да, там документирование там украинской прокуратурой каких-то преступлений в Крыму, да, или прокуратурой Российской Федерации преступлений, которые совершены на Донбассе. Вот если сейчас кому-то это кажется, что это какой-то напрасный там труд, вы потом посмотрите, как это будет выливаться по окончанию конфликта в разбирательство, в судебные процессы, да, во встречные какие-то иски, которые вполне возможно закончатся всеобщей амнистией, а возможно трибуналом. И вот это все документирование, оно сейчас важно именно для процессов, которые будут последующими, да, к окончанию конфликта. А граждане, Саша, они пострадавшие, потерпевшие и, к сожалению, абсолютно бесправные. Поэтому те, кто призывал там выходить на какие-то протесты, оказывать организованное сопротивление, ну, просто абсолютно безответственные горлопаны, которые не понимают, что в военное время с мирными никто считаться не будет, и в лучшем случае, да, они будут подвержены, да, какой-то уголовному преследованию, а я думаю, что в ряде ситуаций, таких, которые были в приграничных, просто убиты. Тогда о каких тогда мы выборах говорим, которые там в паузе или в остановке могут проявиться? Ну вот тоже, понимаете, тут все как бы одно из другого вытекает. О каких тогда соцопросах мы говорим, о каким тогда образом это все формируется, общественное мнение? Так нет, получается, никакого общественного мнения. А если его нет, то опираться не на что. И, соответственно, вот
первый день, условно, там, перемирия или мира, если это все сбудется. Вот Буданов, кстати, тоже давал интервью, говорит, и в Крым вернем, и, в общем, ну, много чего. И Польша, говорит, еще с ними еще там закусимся, мол, кто такая Польша, мы вон с Россией воюем, какие там ультиматумы нам ставят. И в том числе, подтверждает в том числе и ваши слова, что вот до ноября все должно закончиться, шанс есть. Сейчас это идет ночь темна перед рассветом, небольшое обострение, но все равно, скажем так, все выходит. Просто, понимаете, тут очень важный момент. Что мы имеем? Какую систему управления государственного сейчас? Систему, ну, вот все говорят, военные, спецслужбы у нас какие-то. Ну, вот посмотрели мы на спецслужбы. Действующий сотрудник ГУР выстрелами в затылок ликвидирует покушавшуюся женщину, да, на вот этого товарища Ермолаева. Это мы начинали прошлый с вами раз с вот этого резонанснейшего подрыва в Монако. Вот смотрите, куда все привело. Вот сюда и привело к тому, что край непуганных идиотов, а потом говорят, да нет, это он сам как бы там, он, конечно, гуровец, а второй бывший СБУшник, но это они сами, там криминалитет, там все дела, то есть они никто не знал, ни руководители, ничего. Разведчики, руководители разведчиков не знал, что их подчиненный что-то делает. Ну, в общем, такую лепят историю, понимаете. Так я почему этот пример привожу? Так вот такая система, вот такая. И получается, доверять некому. Если раньше хотя бы, допустим, если это по их заданию, а там прямо написано по материалам дела, которые нам сегодня представили, что это их по их заданию, они эту женщину туда забросили, они там что-то сделали, а потом ее увезли, а потом ликвидировали. Так раньше хоть прятали таких людей, которые там давали уйти, паспорта меняли, там чего-то где-то, как бы подтверждая реноме, что ты выполняешь эту грязную работу для таких уважаемых людей. А сейчас просто как в расход, как бандиты. Саш, давайте по порядку, да? Вот насчет Буданова, как бы так перефразировать культурно. Языком петь, не мешки ворочать, да? Вы эту поговорку знаете. Поэтому то, что там Буданов пальчиком грозит, еще раз повторяю, он принял присягу Зеленскому перед тем, как был назначен ВП. Вообще его из грязи буквально достал сосед по квартире, да, муж помощницы Зеленского, и построил ему карьеру. Поэтому Буданов – обычный подельник Зеленского. Он понимает, что вместе с подельником Зеленским власть его закончится. Я не верю в выборы, которые пройдут сразу после остановки войны. Я много раз высказывал свою позицию, объяснял, почему. Во-первых, отсутствует верховенство права. Во-вторых, половина страны находится за пределами. Легитимность этих выборов будет под вопросом. Не обеспечено конкурентное право всем политическим силам. С половиной политических оппонентов Зеленский расправился неправовым путем, возбудил уголовные дела, выдавил из страны, да, подведя под статью, что те, кто не находится в стране 3 года, не могут принимать участие, да, плюс решениями СНБО, запретив политические партии, закрыв телеканалы, монополизировав средства массовой информации, да, лишил возможности и права избираться и быть избранными, да, и участвовать в конкурентной избирательной гонке. Поэтому я думаю, что должен быть переходной период, да, должно быть переходное правительство, формировать его должны гаранты безопасности послевоенной Украины и доноры, которые будут давать деньги на восстановление для того, чтобы восстановить верховенство права, нормализовать процессы, решить вопрос с разоружением, да, вооруженных формирований, приведению в соответствие, да, правовой системы, и только потом, после определенного периода, о котором надо договориться, да, можно переходить к каким-то демократическим процессам. Теперь касательно ситуации с Монако и взрывом там. Саш, я вам тогда сказал, да, вот все, смотрите, я не люблю Зеленского. Вот и если бы я был, как правильно сказать, человеком, который бы подгонял ответ, вернее, под задачу, да, а задача, понятно, сейчас у всех политических оппонентов Зеленского все валит на него, я бы тоже встал в этот ряд и говорил: ага, смотрите, вот сотрудники ГУР и так далее, это все Зеленский расправляется там с финансовыми спонсорами Залужного. Во-первых, я знаю, кто финансовые спонсоры Залужного, и Еремеева там не было, да, может быть, он там
как-то и пытался встроиться, но поверьте, это вот сова на глобус, и к реальным спонсорам Залужного этот человек не имеет никаких отношений. Называть не буду, всему свое время. Да, теперь касательно Саши. Вот представьте, да, если действительно эта женщина, я просто, знаете, видео уже прочитал за сегодня, пока летел в самолете и потом долго ехал, огромное количество там блогеров, расследователей, да, которые вот пальцем говорят, ну, ребята, у них логики в голове нет. Но представьте, если бы действительно по заказу Зеленского эта женщина, да, через ГУР устроила теракт в Монако, добралась до Украины, и ее бы действительно застрелили, чтобы замести следы, допускаю, то как бы после этого Генеральная прокуратура задержала тех, кто устранил исполнителя? Зачем? Объясните мне. Вот объясните мне Ну, логику. есть один Вот нюанс, Европа, это я на прошлом эфире. Европа зафиксировала, Смотрите, да, того, Европа кто не сделал просто... теракт. Не-не-не, Европа не просто зафиксировала. Европа, есть версия, Франция, французская полиция, ее, эту женщину, задержала через 15 часов, допросила, она все вывалила, и ее специально отпустили. Эти товарищи, которые ее потом и застрелили, ее забирали. То есть они сыграли в игру. И вот вся эта деятельность, которую мы наблюдали, ну, то, что вскрылось сегодня, этот подвал, когда там нашли для пыток, да, у этого сотрудника, это все очень было сумбурно и быстро, потому что, судя по всему, французские спецслужбы Интерпол шли по этому следу, поэтому все очень в попыхах делалось. Ровно потому, что что-то она рассказала, а не что-то, а все. И ее засунули туда, в Украину, чтобы выйти на конкретного заказчика. Поэтому, Саша, поэтому и посадили. Еще раз, да? Чтобы не Еще выдать. раз, да? Да. Вот все, что сейчас вот звучит, это вот сова, которая с таким треском на этот глобус пытается каким-то образом быть натянутой. То есть вы считаете, человека, которого подозревают во взрыве в Монако, отпускает французская полиция, несмотря на то, что для герцога Монако, да, это невероятный вообще удар репутационный, это удар по праву в Европе, это просто, колоссальная катастрофа правоохранительной системе, и ее отпускают в Украину, ее валят, да, и потом украинская прокуратура принимает исполнителей, которые, извините, ее убили и как-то неудачно прикопали. Это на что должно налезть? Смотрите, если бы ее задержало, вот, во-первых, я нигде не видел, что ее 15 часов допрашивали. Но если такая информация, если это у кого-то версия и гипотеза, да, я думаю, что она не имеет ничего общего с действительностью. Плюс вы посмотрите, сколько времени прошло, она должна была успеть вернуться, да, с ней должны были поработать. Насколько я понимаю, никто о пытках не говорит, да, она найдена с пулевым ранением, но более того, представьте, если бы за этим стоял Зеленский, а задержала Генеральная прокуратура, и Кравченко Руслан уже давал по этому поводу делал определенные заявления, вы думаете, выжил бы этот Гуровец и бывший сотрудник правоохранительных органов? Вы представляете, если это сейчас все вылезет, какой репутационный удар будет по Зеленскому, по ГРУ, по правоохранительной всей системе Украины, но это просто будет мировая катастрофа. Так, это уже будет мировая катастрофа. Саш, нет, а я сейчас думаю, что, если вы помните, когда мы с вами говорили об этом неделю назад, я вам сказал, что у меня есть впечатление, что это может быть продолжение разборок внутри колл-центров и продолжение балийской истории Комара, помните, сына его, и Петровского, да, Нарика, которых похитили, вымогали деньги, один смог сбежать, а второго нашли расчлененным. Я думаю, что это на самом деле криминальные разборки. Смотрите, мне сейчас... Вот если бы я был, да, демагогом, да, политическим, я бы говорил, вот Зеленский использует все свое влияние специально обученных убийц и этим занимается. Друзья, в этом нет логики. Если в этом нет логики, значит, так существовать не может. И даже если Зеленский в наркотическом бреду сошел с ума, рядом есть куча толковых оперативных работников, да, в том числе и заместитель, да, СБУ, забыл фамилию, всем известный, да, исполнитель особо сложных поручений для Зеленского, да, который мог бы ему подсказать, что так делать нельзя, и концы надо однозначно в воду, а точно не задерживать сейчас сотрудников, которых, поверьте мне, приедет и Интерпол, и представители
Франции, да, потому что на территории Франции было совершено преступление. Будут допрашивать этих товарищей. И я думаю, допрашивать будут с пристрастием. И опять-таки для американцев это будет решением их вопросов. А если вы помните, она получила оплату, да, если я не ошибаюсь, $8000 за выполнение этого преступления, да, ну, вернее, террористического акта, 5 на транспортные расходы. Если преступление, да, было оплачено в долларах Соединенных Штатов Америки, экстерриториальный принцип применения права Соединенных Штатов Америки сейчас поможет, вернее, и позволит вмешаться сюда исследователям ФБР. Поэтому, учитывая особую нелюбовь Трампа, которую он не скрывает сейчас, да, говоря, что в принципе, ну, почему Зеленскому запретили выступать на саммите НАТО? Ну, потому что у них есть личная неприязнь, еще из-за Пола Манафорта, из-за возбужденных уголовных дел, из-за импичмента, который он чуть не получил, из-за просьбы, на которую он адресовал Зеленскому, а тот не отреагировал. Друзья мои, ну, поверьте мне, не нашли бы этого бывшего правоохранителя и сотрудника бы ГРУ. Сейчас просто выйдут, и окажется, что они просто подработали. Да? Я говорил вам еще давно, да, что основной нашей послевоенной проблемой будут люди, которые имеют боевой опыт, у которых сорвало стоп-кран, извините, да, которые уже перешли определенную черту, которые видели уже такое количество смертей своих врагов и своих друзей, да, что у них уже нет никаких моральных ограничений. Поэтому то, что они будут использовать все свои навыки для помощи, скажем так, да, по криминальным группировкам и не только на территории нашей страны, это факт, потому что это уже исторически было в нашей жизни и не раз. Шабашка, Поэтому... в общем. Смотрите, я думаю, что мы сейчас узнаем вот как раз ту гипотезу, которая мне тогда показалась. Иначе она просто развивается по нелогичному сценарию. Ну, либо надо просто расписаться в полной некомпетентности всего окружения Зеленского, всех руководителей правоохранительных органов, которые просто уже находятся в каком-то патовом, да, в патовой ситуации и неадекватно принимают решения, играют против себя и против Зеленского. Так, Но я, честно говоря, в это не сильно верю, поскольку, Саша, ими управляет Ми-6, мы это с вами понимаем, да, они работают со всеми специалистами стран НАТО, да, и это никто не скрывает. Поэтому я думаю, что очень много людей вовлечено в решение, в том числе и этой проблемы, поскольку она угрожает общему проекту, да, а в этот проект вложены сотни миллиардов долларов. Я имею в виду и денег Великобритании, и Германии, и Франции. И у всех, да, есть надежда на какой-то гешефт. И попасть, споткнуться сейчас на обычной криминальной ситуации, ну, наверное, никто бы не позволил в первую очередь. Поэтому, если бы даже эту женщину забрали, ну, наверное, у нее сердечный приступ бы во Франции произошел. Но точно дальше бы это не пошло и точно не вывело на Зеленского. Поэтому я думаю, что это негодный объект. Знаете, как в оперативном деле говорят специалисты. Но это мое мнение. Да? Давайте увидим. Но я точно понимаю, что и Кравченко нормальный специалист, да, он бы не делал сейчас громких заявлений, и эти бы люди точно бы не давали показаний. И точно нам бы не показывали пыточные. То есть это однозначно сейчас сольется все к криминалитету и закончится колл-центрами. Не просто так, я думаю, Коле Тищенко недавно, да, предъявили обвинение НАБУ. Это тоже было связано с колл-центрами. Друзья мои, вот надо подождать неделю и сейчас не быть бабками-гадалками. Я просто обратил ваше внимание на нелогичность всех выводов, да, которые вот делают сейчас блогеры, пальцем тыкая в Зеленского, говоря о том. Друзья мои, я считаю, он должен быть казнен. Трибунал. Кровь миллионов украинцев у него на руках. Но я не готов говорить, что он к этому имеет какое-то отношение просто потому, что это выгодно. Я за правду. Ну, смотрите, выясним еще. Должно пройти время, но, знаете, время-то вот каждый же раз у нас что-то новое. Да? То саммит, то удары, то... Ну, тяжелейшая на самом деле ситуация. То там сегодня сообщили 120 тепловозов, 200 заправок уже. Это сегодня посчитали. Нет, уничтожены. Ну и, конечно, все радуются Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который там самый крупный, и все. Зеленский говорит, мы там достаем везде. В России тоже называют войну войной. Тут внезапно Песков так выдал, говорит, война.
Говорит, все, настоящая война, Запад помогает, настоящая война теперь наступает. Я хотел бы, чтобы вот мы перед тем, как с зрителями пообщаться, вот исходя из логичного как бы процесса, да, смоделировали, а какие есть инструменты у Трампа заставить Зеленского или заставить Зеленского не модничать, вот это вот все, или заставить Путина, да, ну, скажем так, прийти к общему знаменателю. Вот так вот и так можно подойти, и с этой стороны посмотреть, и геополитической, и внутриполитической, и вот этими обстрелами, и ущербом. Вот вы же понимаете, ну, вы-то понимаете, ущерб, да? Ну, то есть он же на фронт не влияет. Ну вот, не влияет. Он окажет влияние на фронт спустя там какое-то время продолжительной, методичной работы по выносу, там, что выносится. Это на когда-нибудь, понимаете? Конкретно на фронт. Это сейчас мало влияет. Но, тем не менее, все соревнуются и там перетягивают этот канат. А мы вам заправки, а мы вам НПЗ, а мы там по энергообъектам, а мы по складам, а тут новая почта, а тут еще что-то там, а тут грузовики, а тут стоянка, а тут рынок. Но это же не влияет на саму войну сейчас. Повлияет потом. А потом уже и не надо будет, получается. То есть какие инструменты может предложить Трамп, чтобы это все мракобесие остановить? Кажется, у него нет таких жестких рычагов ни на одного, ни на второго Вову. Саш, смотрите, еще раз, да, Вова, который Владимир Александрович, да, не является субъектом этих процессов. То бишь, если Европа выключит свое финансирование, вот смотрите, даже до гения мысли Буданова дошло, что воевать можно бесконечно, если будет финансирование. Да, Запад. И мы с вами обсуждали, да, как закончится эта война. Я говорил, надо смотреть на индикативы. Значит, индикатив простой. Вот выделили 90 миллиардов, да, из которых Зеленский получил только 3. Надо смотреть, как тают золотовалютные резервы. Это означает, что движения денег нет, что страну поддерживают в режиме искусственной вентиляции легких. Да? То есть это реанимационный пациент, который лежит на столе и которому позволяют еще как-то сохранять жизненные функции. И делают это, понимая, что война все равно неизбежно закончится. Но при этом хотят нанести максимальный ущерб двум сторонам. Саш, вот как бы там кто ни говорил, когда я говорил, что для меня это гражданская война, потому что я родился в Советском Союзе, и по обе линии разграничения воюют граждане, которые родились со мной в одной стране, в СССР, на меня возбуждали уголовные дела, да, и была куча хейта и всего остального. Еще раз повторяю, для всего мира Советский Союз, Российская империя, Украина, Россия, Казахстан, Беларусь – это все одно и то же. Поэтому, когда они не смогли нас завоевать ни в первой, ни во второй, ни в третьей итерации, да, они нас ослабляют. Чем? Да мы стираем друг друга. Где наносится ущерб? Он что, наносится по Европе? Нет, смотрите, Россия наносит ущерб по инфраструктурным объектам Украины, которые входили в состав Советского Союза, да, и Российской империи, ну, современной Украины. Украина наносит ущерб по территории Российской Федерации. Да? По сути, выбивается что? Что-то новое. Да то, что от Советского Союза досталось и одним, и вторым. И при этом что за это дают? За это дают деньги, которые никогда не вернутся назад. То бишь они не увеличивают инфляцию, их можно просто безнаказанно печатать. И при этом, да, мы убиваем друг друга и стираем друг у друга потенциал, который мог бы работать там, через 10-20 лет против интересов этого самого коллективного Запада. Да? То есть мы ослабляем друг друга своими руками за бумагу, которая ничего не стоит. Да это мечта. Поэтому еще раз говорю, да, оно все равно закончится. Но сейчас будет увеличена интенсивность, чтобы, знаете, а там я помидорки посажу. Вот как в том анекдоте, да? Вот, а там мы еще выбьем ему вот это, все, что успеем за эти оставшиеся 3 месяца. Заводы закончатся, будем бить по ТЭС, будем бить по распределительным станциям, чтобы они потом не думали, как с нами воевать, объединяться, да, там, выстраивать общий рынок, а думали, как вообще штаны удержать на месте, да, и как-то каким-то всем миром еще лет 20 восстанавливать то, что с дуру друг другу поуничтожали. Ну, это же понятная история.
То есть благодаря вот тому, что к власти в Украине после Майдана пришел сначала Порошенко, а потом Зеленский, и была сформирована, да, Украина как FPV-дрон в руках НАТО, который сейчас самоубивается, повторяю, самоубивается об Россию, нанося ей ущерб и уничтожая свой потенциал, да, это просто самое удачное, что они сделали за последние лет 200. Ну, У Лукашенко Наполеона же. не получилось, у Лукашенко же. Гитлера не получилось, у Лукашенко этих же получилось. отскочил, а хотя все было прям вот-вот-вот, на тоненькую. Где на тоненькую? Саш, тоже я вам говорил, что это все иллюзия, это попытка, во-первых, да, позиционировать вот этого нашего доморощенного Че Гевары себя как мачо, а не чмо на самом деле, да, и попытка выпросить дополнительные деньги. Смотрите, я и там сейчас могу развязаться, и там. Опять-таки, а Белоруссия, скажите мне, это она не входила ни в состав Российской империи, ни в Советский Союз. Да? Если бы втянули еще и белорусы, еще бы их инфраструктура, а еще бы, если бы Казахстан, да вообще бы было счастье. На самом деле и для Великобритании, и для Франции. Слава богу, что они не втянулись. Ну и по логике, давайте откровенно, мы с вами обсуждали общие границы между Белоруссией и Украиной 1084 километра. Длина линии фронта сейчас между Россией и Украиной 1200. То есть увеличить фронт вдвое у Зеленского нет никаких сил. Поэтому он ретрансляторы придумал, сам их победил, сам себя наградил. Я не знаю, ну, наверное, ему еще надо такой орден себе пришпанглерить с такой какой-нибудь закруткой на спине, да, и сказать, что он справился и с батькой. То, что это был блеф, глупость, это было совершенно очевидно. Но мы сейчас говорим с вами о другом, да, то есть конфликт еще раз прекращается, потому что Трамп может повлиять. Вы считаете, он не влияет? Сколько было сбитых баллистических ракет во время последней атаки Российской Федерации? Ни одной. Правда, попали... Почему? Правда, Нет перехватчиков. Склад А почему попали, нет а перехватчиков? там перехватчики. Ну, так нам объяснили. А что не лежали на складе? Подождите, если там были перехватчики, почему перехватчики не были в системах Патриот, почему они не перехватили тогда Потому баллистику, что которая летела? Вот так построено, что ВСУ говорит, ой, а мы не имели отношения к этому складу. Что вообще происходит в этой системе украинской власти? Еще раз, вот смотрите, это пауки в банке. Все понимают, что идет завершение конфликта, все понимают о неминуемости и неотвратимости, неизбежности ответственности. Сейчас все пытаются выгородиться, будут тыкать в друг друга пальцами. Но смотрите, давайте сейчас размышлять не эмоциями, а фактом. Предпоследний обстрел был самый страшный, потому что был дефицит перехватчиков. Последний оказался еще страшнее, то есть есть куда страшнее, да, потому что перехватчиков вообще нет. А получается, смотрите, их не дал Трамп, и, соответственно, их не дали партнеры, как говорит Зеленский, по НАТО. То есть 31 страна отказала Зеленскому передать свое в обмен на те, которые будут поступать Украине в 2027 году. А как вы думаете, почему? А потому что им Штаты не разрешили, сказали, если вы эти отдадите, мы пока свои запасы не восполним, мы вам не можем дать гарантию, когда вы получите. А то, что там Зеленский законтрактовался на 27 год, это ему так хочется. Мы еще посмотрим, да, там, будет ли у нас возможность, да, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, а не возникнет ли там кризис еще где-нибудь в Южно-Китайском море, да, или там в Тихоокеанском регионе. Но мы же понимаем, что Штаты в любой момент, вот вернее то, что Зеленский не получил, эти перехватчики в натуре, а получил только обязательства, это уже и есть то, что делает Трамп для того, чтобы прекратить конфликт. Мы же понимаем, что производство в Украине, ну хорошо, по НПЗ он попадает. Но ракеты как производились, так и производятся. Да? Интенсивность между ракетными ударами сокращается. Это говорит, что мощность производства растет. Возможно, где-то там союзники помогают Российской Федерации. Или они тоже смогли, да, как-то интенсифицировать, да, свое производство. Но это означает, что сейчас небо не прикрыто, оно беззащитно. То есть если сейчас выбиваются объекты критичной инфраструктуры, склады, если ПВО молчит, это значит, что скоро может быть безнаказанно и в небе авиация, да, Российской Федерации, она достаточно большая. Поэтому это все
те факторы, о которых нам не говорят, потому что украинская власть всегда, когда строит свои прогнозы, неважно, устами там Зеленского, Буданова или подалека, они все время забывают сказать, что Россия – это ядерная держава, да, и они строят свои прогнозы, исходя из того, что никогда не будет применено ядерное оружие. Они сейчас всегда строят свои прогнозы, исходя из того, что деньги не закончатся. Они строят свои прогнозы, исходя из того, что страны всегда будут давать средства поражения. Но это же абсурд. И вы сейчас являетесь, к сожалению, да, свидетелями и зрителями, у которых билеты в первом ряду, которые рискуют, подвержены опасности поражения, да, этих военных объектов, которые ВСУ, Зеленский. Вы думаете, вот смотрите, когда что-то позитивное происходит, Зеленский как затычка в каждой пятой точке, да, рассказывает, что это он планировал операцию там, вместе с ГУРом, планировал операцию вместе с СБУ, чуть ли сам не придумал паутину, чуть сам не поразил крейсер «Москва», а тут он не знал, что склад находится прямо посреди жилой застройки. Ну это же абсурд. Мы же понимаем, что если он главком, он за все отвечает. Мы же понимаем, что если Буданов был главой ГУРа, он, соответственно, тоже осведомлен, да, о всех объектах, которые надо прикрывать. Точно так же ВСУ знала, да, какие объекты надо прикрывать с точки зрения работы ПВО. Но вот то, что вы спросили, что может сделать Трамп, вот не дал средства поражения, в следующий раз не даст разведданные, если и это не дойдет, да, отключит связь, запретит европейцам помогать. Европейцы будут пытаться компенсировать деньгами, будут вводить дополнительные пошлины, может начать вводить персональные санкции. Смотрите, еще раз, я не говорю, что это будет делать Трамп. Вы спрашиваете, а что он может? Да вот такой вагон и маленькую тележку. Вот может ли он влиять на Россию? Ну, смотрите, сейчас Саудовская Аравия начала продавать с дисконтом нефть. Сырую. Саудиты – это чьи, извините меня, посипаки? Вот кого они слушают больше всех? Кто влияет на принятие их решений? Да? На кого вообще страны Ближнего Востока, кроме Ирана, ориентируются? По кому бил Иран, чтобы воздействовать на Соединенные Штаты? Но мы же понимаем, что Трамп уже пытается повлиять и на позицию России, и, соответственно, на позицию Украины. И дальше вопрос, а у кого мощна помощнее? И совершенно понятно, да, что если средства поражения у Российской Федерации есть, если у нее образовался какая-то фора финансовая, да, в связи с Ормузским кризисом, который продолжался этот период времени, мы сейчас даже не будем обращать внимание на топливный кризис. Да. Россия отвечает зеркально. Саш, вы просто огромный пласт вопросов задали, я поэтому пытаюсь системно на все ответить. Да. Зеленский бьет по НПЗ, Россия по НПЗ ударить не может, потому что у нас НПЗ уже нет. Уничтожена почти вся добыча газа в Полтавской области. Об этом никто не думает. Вот кто-то вышел и сказал, ребята, у нас теперь с отопительным сезоном вообще швах, потому что мало того, что у нас проблемы будут с энергосистемой, у нас и собственных запасов газа не будет. И те станции, генерирующие, да, там Rolls-Royce, которых навезли в большом количестве, нам питать будет нечем, потому что такой же импорт газа нам надо будет обеспечить на тот уровень, который сейчас Россия выбила в Полтавской области в ответ на наши удары по НПЗ. Кто-то об этом вам сказал? Нет, конечно. Кто-то об этом думает? Нет, конечно. Почему? Да потому что они понимают, что как только война закончится, им надо уезжать, и это будет не их проблема. Это будет проблема Украины, украинцев, нового правительства, которое будет сформировано, да, когда им придется с золотым парашютом бежать, я не знаю, там в Израиль или в Великобританию. Поэтому, Саш, у Трампа вагон и маленькая тележка, на самом деле, рычагов влияния. Но в первую очередь, на кого он больше всего может повлиять, это, конечно же, на Украину, на позицию, да, украинской власти, украинского режима. Потому что, еще раз, это режим, он держится на штыках националистов. Портятся отношения со всеми нашими соседями для того, чтобы этих националистов удовлетворять идеологически, и чтобы опираться на силу их оружия. Но он может повлиять, Трамп, на позицию своих партнеров по НАТО, да, опять-таки через Турцию, через Польшу, усиляя их региональное влияние, ужесточая там тарифную политику. Но ему сложно повлиять на Россию. Да, пытается. Через что? Через создание избыточного спроса. Хотя тоже вопрос, а вы уверены, что оттуда сейчас будет поступать нефть по заниженной цене? А в этом заинтересован тот же Иран.
Смотрите, произошел какой-то удар по каким-то кораблям. Нам тоже не говорят по каким. Сейчас не факт, что вот второй пролив, как он, Мандебский, да, Папель Мандебский, да. выговорить его сложно, да, которые могут перекрыть хуситы. Кто сказал, что его сейчас не перекроют? Еще раз, рычагов у всех очень много. И очень важно будет, да, что завтра Трамп скажет Зеленскому, услышит ли он ультиматум, да, как он потом проведет встречу с Макроном, да, с Стармером уходящим, с Мерцем, да, как он потом переговорит с Путиным. Он их всех Саша, обгадил. вот смотрите, Видели? уже июль. Смотрите, вот это пренебрежение, оно соответствует занимаемому ими месту. Помните этот фильм «Джентльмены удачи», да? Извините, ваше место возле параши. И это, к сожалению, констатация факта. Извините, что я к непарламентской лексике прибегаю, но еще раз, нет весовой категории у Великобритании, недостаточно весовой категории у Германии и у Франции, чтобы влазить, когда взрослые разговаривают. И если новый мировой порядок действительно меняется, и если они будут огрызаться войной в Украине, срывая большие договоренности, это закончится для всех печально. И энергетический кризис, который вот сейчас развивается, он в первую очередь будет бить по Европе. И сейчас могут сыграть в распасы, и поверьте, и Саудовская Аравия, да, не сможет бесконечно снижать. Самое главное, она не обеспечит тот объем, который сможет кардинально повлиять на цену. Вполне возможно, весь этот объем вообще Китай выкупит. Поэтому еще раз, сложно сейчас окончательно говорить, да, чем это закончится. Но то, что Трамп не бездействует, это очевидно. То, что он делает, это, к сожалению, неуклюже. Да, то, что он явно нарушает какие-то договоренности, да, что он влез в авантюру с Ираном, да, явно не согласованную с Россией и с Китаем, иначе бы она по-другому закончилась. Да, и попытался на ходу легко и играя сыграть еще много параллельных партий, да, плюс параллельно заработать на котировках, да, на фьючерсах падения и роста цены на нефть. Но это просто Трамп, и это надо просто понимать. Да. И, к сожалению, платим. Я каждый раз, да, и писал об этом в Телеграме. Зайдите, пожалуйста, почитайте. Вот просто ретроспективу посмотрите. Да, об этом много раз писал, что за этот театр заплатим мы. Но так или иначе у Трампа есть определенный дедлайн. И он должен закончиться раньше ноября. Поэтому оно сейчас будет ускоряться. Оно сейчас, да, будет ужесточаться, да, будет еще гораздо более опасно находиться в Украине, будет более опасно находиться в России, потому что конфликт будет заходить в экстремальную фазу. И то, что сейчас начинает артикулировать Песков, перехожу к последнему аспекту, да, который был в вашем вопросе. Смотрите, Песков – это пресс-секретарь Путина. Если понимать, что на самом деле будет происходить, да, то в первую очередь надо слушать в России только одного человека. Да? Вот он, это истина в последней инстанции, потому что так построена вертикаль власти. То есть можно не слушать там остальных политиков, тем более средства массовой информации, но если говорит Путин, мы предполагаем, да, что за этим будут следовать действия. Песков – это вот одно рукопожатие, скажем так, да, его пресс-секретарь. То есть это, по сути, его говорящий голос в его отсутствии. Если Песков уже начинает говорить о применении ядерного оружия в случае экзистенциальной угрозы, да, и так далее, то это, Саш, то, что мы с вами говорили. Если сейчас Соединенные Штаты не смогут додавить, или если они начнут пытаться играть какую-то альтернативную игру, мы станем на пороге Карибского кризиса 2.0. Поэтому вот запускается второй запасной вариант. Да, приходит к Мосейчук в эту студию Длигач. Нормальный же, вроде как, толковый парень. Доктор экономических наук. Говорит, так мы просчитывали удар по Украине. Нормально, это для нас хороший сценарий. Тогда вот эти процессы, о которых вы говорите, которые запускаются, на руку Украине. Как классно. А вот если посмотреть на все происходящее, так это постоянно к этому все и ведет. Да, давайте ударьте по нам ядерным оружием и занимайтесь, давайте там с Россией сами, конечно, мы тоже тут, но все, мы уже как бы то, что мы наворовали, то, что мы не смогли туголобой своей дипломатией разобраться вообще, кто что к чему, то, что мы допустились там оттока по разным причинам половины страны,
даже больше. Ну вот если со смертями, со всеми на свете. Это уже нипочем, все, вот теперь занимайтесь. Европа, по нам нанесли ядерный удар, все, понимаете? То есть это позитивный сценарий и деньги. МВФ сегодня прогноз видели? В топ-5 самых растущих экономик Украины окажется в ближайшем будущем. Ну, вы же видите, как... И все реально смотрят эти цифры, анализируют и говорят, вот смотрите, как хорошо. Саш, помните анекдот про вертолет? Яка страна, такой теракт. Помните? Ну, загуглите, да, чтобы я сейчас время не занимал. Дорогие мои друзья, вот яка страна, такие доктора наук. Вот когда Кива уже защитился, да, и сказал, что на дополнительные вопросы, когда ему начали задавать, да, на ученом совете, он сказал, а это будет темой моей следующей диссертации. Поэтому вот такие доктора наук. Смотрите, я вот ровно 2 дня назад писал по поводу этого поста в Телеграме, в шапочке адрес. Зайдите, пожалуйста, посмотрите. Как раз разбирал этих гениев. У нас, смотрите, 2 таких гения. Это жена Кулебы, которая сказала, что если будет ядерный удар по Украине, это значит, что мы уже почти победили, это перемога. И второй имбецил, да, со званием доктора наук, который рассказывает, что его моделирование, да, удара ядерного по Украине приведет к быстрой победе и распаду России. Да. Друзья, я в посте написал, с одним сложно, к быстрому окончанию войны, да, с одним сложно не согласиться. Это приведет к быстрому окончанию войны, как в 1945 году с Японией. Смотрите, вот чтобы моделировать, надо взять выборку всех подобных ситуаций и где-то ее натянуть, да, на современные условия. Но применение ядерного оружия было единожды в истории. Да? Было 2 удара по Хиросиму и Нагасаки. Чем это закончилось для Японии? Япония потеряла территории, потеряла политическое право, да, продолжения войны, вернее, ведения войны как продолжение политики, перестала быть империей и потеряла фактически суверенитет. И капитулировала, естественно, да, в результате этих ядерных ударов. Но вот скажите мне, как ядерный удар по нашей территории может привести к развалу России и к окончанию войны? Ну, вы понимаете это? Ну, каким надо быть дебильным, чтобы вообще, во-первых, такое притягивать, да? Я каждый раз выбираю какие-то формы, Карибский кризис, там неконвенциональный, я даже не хочу это вслух говорить, да, применение ядерного оружия по Украине. А что будет с нашей страной после применения ядерного оружия по нам? Что будет с сельским хозяйством? Что будет с инвестициями? Что будет с желанием граждан вернуться назад? Но что в голове у этих тараканей жопы, извините, у меня другого слова нет. Если они этими позициями оперируют в студиях центральных телеканалов, это говорит об отрицательном отборе, о полной деградации политиков, чиновников, экспертов и говорящих голов, которые зовут на центральное телевидение. Это деградация. Полная. Если они это вещают на голубом глазу, Саша, это катастрофа. Теперь касательно МВФ. Друзья, рост на 4%. Рост от какой задницы? От падения ВВП в 2 раза в начале войны? И за счет чего этот рост будет обеспечен? А ну-ка мне расскажите. Самая дорогая энергетика. Все эксперты говорят, мы зиму не переживем, нам надо еще десятки лет, чтобы эту энергетику восстанавливать. Вы понимаете, что если нет энергетики, нет промышленности? За счет чего, объясните, будет обеспечен рост? Окончание войны – это открытые границы. Сейчас вернутся герои, да, и если их правильно не разоружить, не как-то ассимилировать, да, в мирную жизнь, вы понимаете, что будет? Да половина людей просто из страны еще дальше уедет. Кто этот ВВП и этот рост будет обеспечивать? Я просто, когда это слышу, я просто понимаю, Саша, либо весь мир деградировал, либо это все инструменты, да, формирования, ну вот, пешеходного маршрута для баранов. Вот идите, где Африка, там, и где там, на второй вопрос не отвечаю. Это вот из этой оперы. Еще раз объясняю, да, не может быть роста от слова совсем при той долговой нагрузке, которая есть у страны. Не может быть роста при такой дорогой энергетике.
в следующем году после окончания конфликта. Окончится конфликт, окончатся огромные деньги, которые шли на создание, оплату ВПК, оплату ими налогов, оплаты подоходного налога с зарплат миллиона человек в армии, которые сейчас получают зарплаты, которые в мирное время получать не будут. Не будут получать эти зарплаты, не будут эти деньги тратить на внутренний рынок, снимать дорогие квартиры, покупать себе айфоны, дорогие продукты, сидеть в ресторанах. Все это схлопнется, как карточный дом. И если не зайдут масштабные инвестиции сразу в размерах с 9, с какими 9? С 11 нулями, не начнутся масштабные стройки, да, одного пояса, одного пути, логистических проектов, восстановления энергетических мощностей и всего остального, у нас будет катастрофа социальная. Мы не будем знать, чем платить зарплаты, пенсии и все остальное. Поэтому нам надо будет собрать самые лучшие мозги, самых лучших управленцев. И когда я вижу, что Буданов там, или Залужный, или кто-то будет руководить нашей страной, все, ребят, надо последний гвоздь просто в крышку, чтобы они с этим просто не справятся. Вы можете это понять? Поэтому то, что вам рассказывают, это просто, чтобы вы послушно умирали, чтобы не начался сейчас бунт раньше времени, чтобы каким-то образом Великобритания и Франция смогли выторговать себе хоть не такие позорные капитуляционные условия. Друзья мои, капитулировать в этой войне должна Европа. Все репарации заплатит она через дорогую энергетику, через энергоконсорциум, который создаст Россия, Соединенные Штаты. И нам надо надеяться, что у нас заработает газотранспортная система, аммиакопровод, да, что мы начнем собирать хоть какие-то копейки, которые будут латать дефицит нашего бюджета. Вы даже не понимаете масштаб проблем, которые у нас есть. И когда вот эти доктора наук рассказывают, то ляпните по нам еще ядерной бомбы. Друзья, их расстреливать надо, не выходя. Нет, смотрите, надо вызывать ветеринаров. Шариков дал потомство, их надо просто усыплять. Прямо в студии подошел, укольчик и до свидания. Да, значит, деградация она везде. Деградация она везде. Вот тут про Францию. Так разволновался Макрон. Там новость пришла, что Ле Пен отсудила себе возможность в следующем году идти на выборы. В общем, ее там судили. Подружка моя, Саша. Да, Ле Пен отбилась. Будет баллотироваться. Значит, так разволновался Макрон, что это вот мы в прямом эфире, значит, встречает Эрдоган с супругой Макрона. Да, тоже, да, вот. И вот он начинает как бы целовать руку ей, но не дала Макрону руку поцеловать. Приехал в мусульманскую страну руки выцеловывать, понимаете? То есть вот вам уровень. Но это он так, наверное, расслабился от удара, может, взрывов там в Дамаске, да, от Аль-Шарай. Нет, просто у них у девочек так принято, Саш. В общем, друзья, это так, чтобы немножко разрядить обстановку. Подведем итоги нашего опроса и перейдем к вашим вопросам. Значит, получится ли у Трампа закончить войну в ближайшее время? 6% да, достали уже старика, пора заканчивать. 25% у него не получится, просто все видят, что зимой будет крах, и все закончится по объективным причинам, не потому что Трамп. 30... Но уже 31, все равно, уже лучше. 30%, 25% это, 30% нет, опять Трампа облапошат, рассказывают там про кисельные берега, вот это молочные реки, как дроны летят, будут всех бомбить, как Россия там падет к ногам, в общем, и так далее. И 38% все-таки говорят, что зависит от Путина. Вот как он примет решение, так и будет. А я вот немножко, знаете, я вот сегодня, прокомментируйте, пожалуйста, опрос, я сегодня посмотрел на Зеленского, я поделился уже своим мнением сегодня в эфире. Я вот ответ такой, да, вот, а почему вот это он так лезет, там, давай, Путин. Да потому что... А Путин может отдать приказ о завершении войны. А может ли Зеленский его отдать? Аж Путин воюет своим за свое и на свои. Зеленский воюет за чужие интересы, чужим оружием и за чужие деньги. Еще раз повторяю, друзья мои, как бы печально это ни звучало, как бы отвратительно это ни выглядело, как бы это на самом деле
дорого не стоило нашей стране, но это факт. Чем быстрее мы его признаем, я не просто так 1,5 года назад обращался к военным. Я понимал, что получу очередную порцию уголовных дел. Но сохранилось бы большее количество жизней, сохранилось бы жизни и военных, и мирных, не было бы разрушено дополнительно огромное количество инфраструктуры. Я просил военных, да, на самом деле осознать, кто их враг. Еще до начала инфраструктурной войны, да, у нас бы была гораздо лучшая позиция для старта восстановления нашей страны, но, к сожалению, да, многие военные также вместе с Зеленским зарабатывают огромное количество денег. После того обращения, да, мне прислали кучу схем, как зарабатывают на мертвых душах, на карточках, на распоряжении, на донатах, да, которые там все посылают и которые тратят руководители военных подразделений, да, по собственному усмотрению и так далее. Поэтому было понятно, что из грязи в князи, да, плюс политические амбиции, естественно, мое обращение, оно так и не было услышано. Саша, Путин субъект. Путин был инициатором, да, новой архитектуры безопасности. В принципе, он первый, кто поставил под сомнение гегемонию Соединенных Штатов, однополярный мир. Было это, если еще помните, на Мюнхенской конференции в 2007 году. Да, после того, как, давайте откровенно, в Югославию, когда бомбили, Россия была не в состоянии вмешаться, да, но в какой-то определенный момент начала заявлять свои права, и особенно на фоне расширения НАТО, понимая, что это не дружеское действие по отношению, в первую очередь, к суверенитету и экзистенциальной безопасности Российской Федерации. Поэтому были попытки, да, и какие-то ультиматумы, да, или там драфтовые предложения, которые передавались Байдену, да, в попытке этого конфликта не допустить. Но глобалистам было, я думаю, наплевать на Украину, на Россию, на, возможно, втянутые в этот конфликт дополнительные государства. Они хотели сохранить однополярный мир, думали, что их совокупный экономический потенциал, военный потенциал, да, а также средства, которые будут ограничивать Российскую Федерацию, не позволят или напугают Россию, да, и заставят ее следовать начертанной, да, стратегии, которую выбрал для себя тогда демократы, да, но случилось так, как случилось, и история сослагательного наклонения не имеет. Может ли Путин пересмотреть свои требования и закончить конфликт на этом этапе на каких-то других условиях, чем те, которые были артикулированы в Европе? Да, конечно, может. Будет ли это он делать? Не знаю. И, честно говоря, сомневаюсь. Да? На сегодняшний момент в любом случае понятно, что мирное урегулирование будет происходить либо между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, но опять-таки в курсе будет Китай, либо я думаю, что все-таки разговор рано или поздно состоится на троих, и мы с вами это обсуждали, да, и я надеялся, что это будет раньше, а не позже, да, и вполне это было вероятно, да, в прошлом месяце, когда все встречались в Пекине, и по приготовлениям, да, на улицах Пекина я видел, что готовятся к более широкому формату, чем саммит США-Китай, да, но сейчас Си Цзиньпинь 24 сентября, если не ошибаюсь, готовится к ответной поездке. И я думаю, после этого все-таки будет саммит 3 лидеров. В любом случае, вот сентябрь-октябрь мы выйдем уже на финальные соглашения. А Зеленскому доведут, потому что, если, еще раз повторяю, прекратится финансирование, поставка систем вооружений, системы противоракетной обороны, будет отключена связь и не будут предоставляться разведданные, даже все те дроны, которые производятся на территории Украины, станут как слепые мыши. Да? Ими надо управлять, наводить, им нужно постоянно обновлять цели, да? А самое главное, целеуказания осуществлять. Без стран НАТО это делать невозможно. Да. Если Трамп договорится с Францией и Великобританией, он это сделает гораздо быстрее. И гораздо быстрее сольют Зеленского, как было с Афганистаном, да, когда оттуда позорно бежали Соединенные Штаты. Но все это закончится вот так, на мгновение ока. Так, друзья, мы в прямом эфире, Зеленский делится вот этой фотографией и пишет у себя.
Саммит НАТО в Анкаре. И, как говорят партнеры, Украина здесь по праву. Главная наша задача — больше ПВО и более сильные дипломатические позиции. Состоялись все запланированные на сегодня встречи. Еще некоторые важные вне плана. Украина всегда работает на действенное, равноправное партнерство и на защиту жизни. Спасибо всем, кто помогает. Ну и самый-то интересный момент. Слушайте, ну, понятно, да? Тут, я не знаю, там, кто смотрит с гаджетов, кто смотрит скажем так, с телефонов. Ну, видно, да, то есть, да, вот, понятно. Трамп, по центру, Эрдоган с женой, Мерц тоже, они же все с супругами. Все как понятно, да, все. С кем Зеленский стоит? Зеленский стоит тут рядышком, там, понятно, Петька, Мазер, да, там, Навроцкий вроде тут, Петр Павел. Как-то вот там вот как-то на общей фотографии, как вот фотографировали, боже мой, не пойми где, понимаете? То есть вот это вот в школе такое было. Но это уже не Ермак, товарищи. Это уже не Ермак, который по центру, в Швейцарии. То есть, видите, меняется немножко архитектура безопасности. Я к этому. Давайте, Евгений Владимирович, скажем так, к нашим вопросам. Режим Блиц, чтобы побольше успеть. Поехали. Начнем с сообщества YouTube. Вот такой вопрос. Виталий. Всем привет из Запорожья. Евгений, недавно вышел скандальный фильм «Гражданин-мститель», где главный герой показал, что единственный способ бороться с несправедливостью — это взять оружие в руки и вершить правосудие самому. Как вы думаете, есть ли в Украине кто-то, кто также мог бы возглавить нечто подобное к восстанию? И почему конкретно вы не призываете людей на борьбу с властью, ведь вы же можете скооперироваться с другими там лидерами, вывести на улицу 1020, в принципе, цепная реакция пойдет. Это, наверное, с СБУ, товарищ майор пишет. Виталий, вы не с СБУ? Дорогой товарищ майор, смотрите, я, в отличие от вас, для меня высшая ценность являются не квадратные метры, а человеческая жизнь. Это, в принципе, записано в Конституции Украины. Поэтому все то, что приведет к излишнему кровопролитию, да, я считаю это избыточным, ненужным и безответственным. Теперь дальше. Дорогие мои друзья, а вы понимаете, что в принципе сейчас в вооруженных силах Украины порядка 1 миллиона вооруженных людей? Это не считая правоохранительной системы. Им противостоит приблизительно такое же количество хорошо обученных, хорошо вооруженных представителей войск вооруженных сил Российской Федерации. И посмотрите, как у них не сильно получается, да, двигаться в ту или иную сторону. А вы как вот сейчас, вот как у вас математика это сложилась, что 20 тысяч там интеллигентов или каких-то людей, или там ухилянтов, да, или сильно рассерженных мамочек, ну, смогут противостоять, да, этой вооруженной шобле. Ну вот вы мне скажите, что у вас в голове? Или вы думаете, если сейчас кто-то выйдет в Украине там с оружием под АП, ну что скажут? Скажут, что это агенты влияния Российской Федерации, но в лучшем случае их закроют по измене родине. В худшем случае их расстреляют. Поэтому, товарищ майор, пейте пиво дальше и давайте... Да, давайте еще такой интересный вопрос. Не, ну мы шутим, конечно, не обижайтесь, уважаемый зритель. Ну просто еще один такой вопрос. Да. Под статьей, понимаете? Под статьей еще один вопрос. Василий из Одессы задает. Причем там по скрипту он пишет: ни капли сарказма, это правда вопрос. Поэтому мы не призываем, а будем рассматривать то, что описал зритель. Евгений Владимирович, многие, и вы в том числе, много рассуждают об Украине после войны. Восстановление, устройстве, политическая система, применение внутри общества. Именно вопрос примирения является краеугольным. Даже если вы меня определите в шариковый, я все равно вам задам этот вопрос. Евгений Владимирович, а может взять все и поделить? Полякам Запад, типа Малопольша, у народонаселения этих территорий сбудется мечта о Европейском Союзе, румынам Буковину, Бессарабию, венграм Закарпатье, русским Малороссию, Новороссию, они в цейтноте, и это для них будет выходом с сохранения лица. В Киеве около создать Киевское княжество, навесить на них все долги, оставить у власти нынешних, пускай разбираются. А в Одессе Порто-Франко, одесситы не будут против, они и сами вырулят. И не надо будет никого примирять, и что дала народу за 30 лет это злагода. Евгений Владимирович, как вам такой вариант? С уважением, мира и добра. Василий.
Василий, помните этот Иван Васильевич меняет профессию, да, Кемскую Кемскую волость. волость забирайте. Дорогие мои друзья, я в четверг, да, у меня в Ютубе будут ответы с подписчиками, я вам объясню. Я согласен с отнять и поделить. В четверг приходите в 18:00. На отнять надо в первую очередь средства производства, которые непосильным путем, в кавычках, да, нажиты нашим олигархатом. И вот эти предприятия, которые сейчас заработаны, да, опять-таки за счет кредитов, которые повиснут на наших гражданах. Зачем? Для того, чтобы правильно потом сформировать систему, инфраструктуру для восстановления нашей страны, да, и для того, чтобы все работало на интересы восстановления государства. Во что я верю? Да? Я верю в то, что не земли раздавать надо, а надо формировать более широкие рынки. Когда меня обвиняли в пророссийскости, я всегда говорил одну вещь. Друзья, у нас есть уникальные предприятия, но технологии наши не соответствуют западным стандартам. Поэтому, если мы хотим развития, развиваться надо в рамках той экономической системы, на которую эти товары по уровню развития ориентированы. Нам не нужны Боинги и Airbus, нам надо модернизировать производство АНов, там, ТУ и всех остальных вещей для того, чтобы закрывать потребности рынка. Потому что если к нам зайдут транснационалы, они из нас сделают дыню, они нас превратят в колонию. Потому что если мы лишимся критичных технологий, а заместив их, да, на производство, да, высокотехнологичных вещей, да, и критичных технологий, я имею в виду авиации, ракетостроения, за счет других товаропроизводителей, да, мы теряем свое, мы теряем перспективы развития. Поэтому я верю в объединение, а не в дезинтеграцию. Да. Вам сейчас не нравится, я еще раз говорю, у нас гарантом безопасности может быть только Российская Федерация. Наши товары и энергосистема, да, если она не будет интегрирована в европейскую, может быть интегрирована только в бывшую постсоветскую. Я не призываю к СССР 2.0. Но я говорю, вот тот рынок, пока еще не забранный кем-то, да, надо постараться воссоединить. Надо сделать так, чтобы у нас система была 300 миллионов. Как, почему, будем разговаривать с вами вместе. Угу. Я буду объяснять, да, ну давайте сначала решим вопрос мира и подойдем к обсуждению программы восстановления страны. Значит, Евгений, вопрос. Вы можете сказать, что теперь является объединяющим началом для украинцев, фактором или местом? Что объединяет украинцев? Только мечты и там тому подобное не в счет. Благодарю, всем добра. Смотрите, нет, сейчас одно желание, да, выжить и остановить войну. Дальше, я думаю, нет магнита в стране, идеология, которую навязывает Зеленский, да, это еще раз говорю, пещерный национализм, да, причем такой галичанский. И делает он это для того, чтобы заигрывать с вооруженными националистическими батальонами и силами, удерживать свой режим. Будущего нет от слова совсем. То есть мы должны формировать идеологию, основанную на совершенно других вещах. И во главе угла должно стоять благополучие, безопасность и процветание наших граждан, а не какая-то там историческая сказка. Давайте я не буду ругаться сегодня. Роман, политический эксперт Шабанов, озвучил такой тезис. Война в Украине управляемая как русскими, так и украинцами управляют ашкеназы. Его рецепт остановки убийств, приход к власти России православных русских, а в Украине православных украинцев. Вопрос, это антисемитизм или утопия, или горькая правда? Что думаете вы? Я думаю, что это конспирологическая теория. Кстати, если я правильно понимаю, какой-то Шабанов, мы списывались и договаривались, что поговорим обязательно в прямом эфире, наверное, через неделю. Поэтому я думаю, мы этот момент с ним обсудим однозначно. Да? Я еще раз не верю в семитские проекты, все остальное, тем более это неприменимо к Украине, все эти каганаты, хазарии и все остальное, друзья мои. Это не про это точно. Так, значит, поехали с чатиком, давайте пообщаемся. Вопрос Александру Евгению. Вы не думаете, что Песков не просто так заявил, что идет война, и в ближайшее время Россия сделает мобилизацию и будет через Беларусь брать Киев? Нет, я так абсолютно не думаю. Я думаю, что может быть ядерный ультиматум. Я об этом
говорил и в эфире Александра, да, и когда общался со своими подписчиками, либо сейчас Трамп сможет додавить экономическими другими инструментами, да, и мы получим мирное урегулирование мирным путем, ну, условно, да, так скажем, либо будет повышенная эскалация, и вот риторика Пескова, мы в сегодняшнем эфире об этом говорили, да, она как раз приведет к формулированию со стороны Российской Федерации экзистенциальности угрозы размещения производства на территории европейских государств и участившихся ударов вовнутрь с поражением, да, определенных предприятий и ядерным ультиматумом. Но очень бы не хотелось уходить в эту историю, потому что чем выше эскалация, тем она на самом деле менее контролируемая, потому что просчитать любые эксцессы становится все сложнее, да, и вероятность скатиться в Третью мировую достаточно велика. Потому что в начале, если вы слышали Пескова, он обозначил, что это война, сказал, что Россия никогда не начнет Третью мировую, а потом сказал, если не будет существовать угрозы экзистенциальности, то есть существования государства такого, как Российская Федерация. То есть если они почувствуют эту угрозу, он оставил дверь открытой для применения ядерного оружия. А это, еще раз говорю, это вот тот Карибский кризис 2.0, который мы обсуждали с Александром, который вероятнее всего возникнет, если Трампу не удастся мирным путем это урегулировать. И тогда уже пускай Европа успокаивает Великобританию, да, и предотвращает подобный сценарий. Так. Еще раз, друзья мои, еще раз хочу сказать, я думаю, что до ноября будем уже, слава богу, в более спокойном состоянии. Значит, Саша, спроси, пожалуйста, Мария пишет, если Путин сейчас уйдет, ну вот по разным причинам, неважно как, какие шансы, что преемник будет более жесткий или не такой гуманный, и ход войны пойдет более жесткий по отношению к Украине? Дорогие мои друзья, Путин точно не уйдет. Рассчитывать на то, что удастся раскачать внутри элит какие-то дворцовые перевороты, кабинетные заговоры, ну вообще отбросьте. Эта иллюзия такая же из разряда, как рост по прогнозу МВФ или там слова Зеленского о том, что он воздушной борьбой, да, выиграет и победит в этом конфликте. Этого точно не будет. Но смотрите, если произойдут вдруг гипотетически, во что я не верю, да, этого точно не допустит российское государство, и достаточно серьезно работает правоохранительная система и служба безопасности. Я думаю, что это невозможно. Но единственный риск, который существует, гипотетический, да, это бунт бессмысленный и беспощадный, но он будет скорее вызван желанием. Вот смотрите, россияне, да, русские люди, давайте так скажем, не могут себе простить и власти одного, слабости. То есть если этот бунт произойдет, требовать будут просто кардинального решения. То есть не простят одной вещи, что имея силы и средства, приходится терпеть лишения, да, а силы и средства не применяются. Поэтому автоматически, если это по какой-то причине, во что я не верю, произойдет, поверьте, это будет катастрофой для Украины, потому что следующий, кто придет к власти, как раз придет на волне всеобщего негодования и вынужден будет действовать гораздо жестче, чем Путин. Евгений, добрый вечер. Будущего нет ни у кого, если не осадить Запад в целом. Все, что сейчас наблюдается, ведет именно к этому. Просто если будет мобилизация Третья мировая, то Украина исчезнет между Россией и Европейским Союзом. Сергей. Ну, по Караганову, то есть. Ну, я так понимаю, это не вопрос, это больше... Смотрите, не будет мобилизации еще раз. Не может быть конвенционального противостояния между НАТО, даже без Соединенных Штатов, и Российской Федерацией. Возьмите просто и посмотрите количество самолетов, население. Друзья мои, смотрите, европейцев 550 миллионов, россиян 150. 550 европейцам давайте добавляйте еще там Украину, да, еще какие-то союзники у них найдутся. Но нет возможности, да, прямой конфронтации. Плюс систем вооружения у Европы значительно больше, чем у Российской Федерации. Единственное, в чем она их превосходит, это ядерный потенциал. Поэтому никто на палках драться не будет, учитывая, что есть оружие в руках. Поэтому это понимает Европа. Если бы Европа
не понимала этого, да, они давно бы ввели свои контингенты, помогали бы гораздо больше Зеленскому и предоставляли, да, и Таурусы, и другие системы поражения, но они этого не делают, потому что они к этому не готовы, понимая, что российский ядерный потенциал, да, обнуляет любые амбиции завладеть их ресурсами прямым противостоянием. Поэтому не думайте, что будет мобилизация, я в это не верю. Прокомментируйте, пожалуйста, почему Арбузов, вице-премьер времен Януковича, пошел в Госдуму Российской Федерации в этом году? Такой вопрос. Помните песню Цоя? «Застоялся мой поезд в депо, снова я уезжаю, пора». Очень. Помним, была такая песня. Так, сыра в депо. Так, значит, США 7 июля отзывают лицензию на операции с иранской нефтью. Новые сделки запрещены. Оксана спрашивает, почему? Еще раз. Это новость, Оксана. это вот новость сейчас пришла, да. С 7 июля отзывают американцы лицензию на операции со всей иранской нефтью. Новые сделки запрещены. Почему так делают Штаты? Запрещены кому? Кому запрещены? Ну, я так Соединенным понимаю, Штатам? всем, они же санкции накладывали, они санкции снимали, а сейчас опять, видите, отзывают это разрешение, и все опять под санкциями. Ну, смотрите, сейчас опять нефть пойдет вверх в цене. Это первое, да. А Китай приблизительно, ну, ему эти санкции, эти угрозы, смотрите, для кого угодно, но не для Китая. Основной покупатель иранской нефти именно Китайская Народная Республика. Поэтому, ну, может еще и жене своей поугрожать. Ну, давайте в завершение. Пользователь ник у него такой: Ленин всегда живой. Спасибо вам за креатив. Обращается к вам Александр. Попросите собеседника улыбнуться. Слушайте, ну так хочется уже действительно хороших новостей, хотя горе. У нас каждый день траур. Понимаете? Каждый день. Такое ощущение, что хочется, ну давайте уже введем год траура. То есть надо что-то решать, что-то предпринимать. А решать, мы так смотрим, а решать и некому, делать некому. Что-то предпринимать, чтобы не били по домам и не погибали там 30 человек, и, там, 13 человек, 20 в Киеве, да, по ночам. Ну, никто не собирается. И это мы уже молчим об этих людях, которые на заправках гибнут, на складах, на вот этих объектах, которые поражаются сейчас. И вот все равно хочется, вот просит пользователь улыбнуться, Друзья мои, я очень надеюсь, что через пару месяцев мы все с вами будем улыбаться, и не только, да, и, может быть, даже плакать. И это будут, я надеюсь, слезы радости, которые нам обещал Зеленский. Друзья мои, еще раз, для меня гибель мирных несоизмеримо большая трагедия, не потому что мне не жалко военных, да. Вот военных я тоже делю. Кто-то туда пошел, потому что хотел убивать русских. Кто-то туда пошел, потому что ненавидел Советский Союз. Кто-то туда пошел мародерить, да? Кто-то туда пошел родину защищать действительно, да? Потому что кто-то погиб из близких, кого-то туда бусифицировали, кто-то надеялся после войны построить политическую карьеру. В любом случае, да, военные — это какой-то выбор, это какая-то судьба, да, определенная, не всегда выбранная лично, даже они неоднородны. Но когда гибнут дети в домах, когда гибнут люди, которые работают на мирных предприятиях, да, там сотрудники МЧС, врачи, которые приезжают на вызовы, попадают под двойные удары, да, ракеты, которые сбиваются с курса или которые сбивают системы ПВО, и гибнут люди целыми семьями, это вообще трагедия, которую нельзя измерить ни квадратными метрами, ни суверенитетом, ни прочей ересью, которую несет Зеленский, ни количеством разбитых НПЗ в России. Это просто катастрофа. И это просто то, за что я надеюсь, что да, до суда Всевышнего, да, здесь будет суд. Эта обезьяна должна сидеть на общем обозрении до последнего своего дня, со всем своим выводком, со всеми своими помощниками и со всеми своими посипаками. Друзья мои, должен быть трибунал. Потому что, еще раз говорю, война могла не начаться. Он мог этого не допустить. Она могла закончиться в Гомеле. Она могла закончиться подписанием Минских, в Гомеле, в Стамбуле 2, да, она могла закончиться после Анкориджа.
Смотрите, вот после Анкориджа прошел уже почти год, да, наверное. Что получилось? Мы потеряли больше территории. Мы что-то вернули? Сколько пацанов погибло, да, за эти города, за Константиновку, за все остальное, на всех направлениях. Смотрите, Купянск снова теряем, да, в Сумской области прорывы. Он что-то вернул за этот год? Скажите, он этот год зарабатывал. При этом гибли и военные, и мирные, и терялись территории. И не понимать этого он не мог. И другой перспективы нет. Есть перспектива ужасней. Но я еще раз хочу, чтобы вы улыбались. И у меня, я понимаю просто масштаб трагедии. На меня точно так же давит эта ситуация. Я читаю каждый день некрологи. Сколько людей достали из, не до улыбок, да, и темы мы эти обсуждаем. Я верю в то, что это все закончится. Но вот тогда давайте улыбаться. Вот поверьте, осталось недолго. И вот кислая эта рожа, да, как это помните, Фаину Раевскую, извините, грустной жопой весело не пернешь. Да? Вот это он в 5-м ряду, 4-й, помните эту песню? Да? 4-й слева, в кепке я лежал. Вот там он, я не знаю, в каком ряду справа, где-то там затерялся, причем стоит рядом с мадяром, да, который просто из него делают дыню. Но вы поймите, ничего просто так не бывает. И устроители, которые вы засунули туда к венграм, лишний раз показывают, где место у этого еле-еле, как говорят, одесситы поца. Поэтому, друзья, война близится к финалу. Но еще будет масса трагедий. Берегите себя. Скоро будет мир. Держитесь. Пару месяцев. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо, Саш. Спасибо вам за внимание. Извините за эмоциональность. Дарите улыбки друг другу. Да, мира и добра. Как говорит Александр, поддерживаю. Да, берегите себя и друг друга обязательно. Увидимся точно. Добра и света. До скорого. Подпишитесь на наши ресурсы. Telegram, TikTok, YouTube. Давайте оставаться на связи.